Здравствуйте, тельцы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад мы делаем на следующую неделю. Неделя с 16 по 22 февраля. Давайте посмотрим, что же вас ожидает. Какие вам карты сегодня выпадут. Что интересного произойдет у вас с понедельника по воскресенье. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз. Он не персональный, он не личный. Но надеюсь, что большинству из вас он именно в таком формате, то есть по дням недели, подойдет. Пишите ваши комментарии, ваши отзывы оставляйте, насколько вам такой вариант видео подходит, насколько он резонирует с вашей непосредственной ситуацией. Я буду рада любому вашему комментарию, любому вашему отзыву. Подписывайтесь, да, кто не подписался, чтобы не пропускать подобные расклады. Опять-таки, если они вам подходят, не пропускайте их в дальнейшем. Расклад я делаю на двух колодах. Первую колоду я уже перетасовала, вторую колоду перетасовываю сейчас еще дополнительно перед вами. Эта колода у нас будет таких теневых карт, то есть дополнительных, уточняющих, возможно, карт, которые будут дополнять каждый день недели. Начнем мы с основной колоды. Итак, давайте посмотрим. Тельцы. Неделя с 16 по 22 февраля. Знак Телец. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, первая у вас карта рыцаря мечей, такой настойчивости, напористости, которая от вас потребуется. Вы здесь можете быть на что-то обижены, можете быть расстроены чем-то и находиться в состоянии такой апатии даже и удрученности, и из-за этого вам будет казаться, что вам нужно будет какой-то гнев проявлять или какую-то напористость, да, в решении определенных вопросов с кем-то, да, на кого вы обижаетесь, может быть. То есть вы по четверке кубков вот прям можете быть разочарованы, расстроены чем-то, в таком состоянии замкнутости и апатии быть, и понимать, что вам для решения этого вопроса нужно по рыцарю мечей быть такими, знаете, смелыми, решительными. Может быть, вас это расстраивает или даже прям гнев какой-то вызывает. Дальше идет карта десятка мечей. Десятка мечей, ну, такая не самая тоже приятная, потому что это карта отчаяния, стресса и неприятностей, в которых вы можете быть. Вам неприятно, что по девятке жезлов что-то как будто бы, вот знаете, как будто от вас отгораживается, кто-то отгораживается. Может быть, вам это некомфортно. Возможно, вы из-за этого стрессуете. Также вы можете испытывать стресс из-за того, что вам нужно защищать себя и свои границы, и свои права. Также, возможно, вам нужно выполнять много работы, и вам это дополнительным стрессом будет, потому что, ну да, вам приходится здесь много над чем-то трудиться, и это вызывает у вас ощущение некомфорта такого по девятке жезлов. Но вы, тем не менее, проявляете настойчивость, напористость, как бы вам не было тяжело или сложно, хоть вам ситуация некомфортна. Дальше идет карта башни, и башня — это карта разрушения, в целом каких-то очень таких внезапных, конфликтных, может быть, неприятных ситуаций. Вместе с тузом мечей вам нужно будет решать какие-то проблемы. Вам нужно будет здесь вести себя очень смело и решительно, находить выходы из ситуаций, которые кажутся разрушительными, когда возникают какие-то конфликты, вы выясняете отношения, или когда у вас возникает, не знаю, что-то ломается, допустим, а вам нужно в этот же день решать, там, как заменить эту вещь, ее купить или починить, или вот что-то, вот знаете, как решить катастрофу. Вот произошла какая-то катастрофа, какая-то проблема, а вам нужно найти идею какую-то, решение, как разобраться с этим вопросом. Карта двойка пентаклей, карта суетливости, такой необходимости здесь посуетиться, побегать, возможно, решая какие-то вопросы. Но вместе с девяткой кубков вы делаете это успешно. То есть вы здесь можете много работать, много трудиться, но при этом вы добиваетесь хорошего результата. То есть есть достаток, есть вознаграждение за эту вашу работу. По двойке пентаклей вы очень ловко справляетесь со всем, что здесь у вас, соответственно, в этот день происходит, несмотря на весь этот хаос, на эту неразбериху, но вы очень умело здесь все эти задачи решаете. И дальше четверка пентаклей, небольшая прижимистость и скупость, которая у вас может быть, а вместе с тройкой пентаклей также здесь
необходимость, возможно, проявить какую-то скуповатость в том, чтобы кому-то помочь, да, может быть, вы не хотите кому-то помогать, или вы не знаете, как лучше это сделать, думаете, что лучше не делать каких-то шагов, допустим, здесь. Вы можете здесь по этой четверке пентаклей, возможно, получить что-то в подарок от кого-то из ваших близких, как помощь, да, как подарок или как наследство, то есть что-то такое, вот, потому что тройка пентаклей — это 3 человека и более. Это кто-то из вашего вот близкого окружения, кто-то, кто готов вам эту помощь оказать или какой-то подарок сделать, и вы, собственно, готовы его принять. И по четверке пентаклей вот как будто бы не хотите этим делиться или не хотите это отдавать. То есть вот такой момент. Может быть и желание решить какие-то вопросы для вас, но решить их максимально комфортно и выгодно для вас. То есть с минимальными потерями для себя решить какую-то семейную ситуацию. Дальше идет карта Солнца, карта прояснения ситуации, улучшения ситуации. Вместе с картой Башня какая-то катастрофа, может быть, которая произошла в середине недели, здесь становится более для вас ясной и понятной. Может быть, все не так катастрофично, как казалось в середине недели, потому что по карте Солнца здесь больше уже ясности, больше понимания ситуации, больше понимания, как, собственно, действовать дальше, и что вам дальше следует делать здесь по этой карте Солнца. Карта Льва, может быть, у кого-то здесь что-то с человеком связанное будет знака Лев, но опять-таки карта Башня здесь показывает прозрение и понимание каких-то вопросов, связанных с таким человеком. Ну, больше, знаете, больше как прозрение, как понимание каких-то вещей. Вот молния — это вспышка, и солнце, то есть что-то становится ясным, понятным, что раньше было, может быть, не совсем вам понятно. Дальше идет карта 8 жезлов, все динамично и очень быстро происходит в этот день. И вместе с 2 жезлов вы можете добиться хорошего результата в каких-то своих новых начинаниях или вот в чем-то, вот что вы начали еще делать, потому что 2 — это второй вариант, как запасной вариант, который начинает давать результаты. По 8 жезлов вы здесь можете каких-то новых друзей заводить, новые знакомства, вы можете с кем-то общаться на расстоянии, интересоваться, как там у этих людей дела или что там происходит у ваших родственников. То есть вы по 2 жезлов как будто бы смотрите вот вдаль, интересуетесь какой-то информацией или какими-то людьми, и по 8 жезлов узнаете эту информацию достаточно быстро в виде звонков, каких-то разговоров, там, не знаю, разговоров по телефону, какой-то переписки. Также в целом карта 2 жезлов — это как переходный этап, а вместе с 8 жезлов — это возможность ускорить себя в этом переходном этапе, то есть возможность что-то сделать быстрее, что ранее тормозилось, что раньше не продвигалось, да, скажем, что стопорилось. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для тельцов, мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.